Так, у нас вечерняя прогулочка с доктором Зайкой. Пойдем куда мы? Гулять. Не в Амалфи, а в Майоре. Да. Хорошо. Вот нам тут улочка понравилась очень сильно. Такая историческая. Прикольная, узенькая. И что мне нравится, у нас с балкона еще вид. Вот там вот какая-то римская баня, что ли, была. Я толком не понимаю. Вон здание. Вилла Романа. Я не знаю, как туда попасть, но я хотел бы там посмотреть это все. Как это выглядит. Но я даже не знаю, как туда зайти, если честно. И такие улочки тут прикольные. Смотри, как красиво. Вилла Романа. Какие-то Вот картины везде. Угу. А смотри, вот номер 1983. Видишь? Ага. Я же говорю, смотри. Очень атмосферненько. Ну, здания многие засранные, но тем не менее, это все в тему. Вот реально, это в тему. Это не засраны, они просто старые. Ну да. Реновации никакой нету, и все. Потому что они не хотят, наверное. Какие-то идут обработки. Угу. Да, решили мы вечерком так пройтись куда-нибудь, найти интересное место, где посидим, покушаем. И просто походим, да. Поснимаем. Такой у нас вечерний влог. Дабы не испортить видео, я сильно комментировать не буду. Просто будем наблюдать все вместе за атмосферой. Смотреть, как живут местные люди и так далее. А что тут такое? Fried fish. Ну, типа фиш and чипсы, наверное, что-то. Смотри, минори. Ага. Тоже кафешка миленькая какая-то. Кафе Куйма, да, тут? Ходи, только ищи. Не, так необычно. Нас не пускают. Но мы-то люди умные. Обойдем. Да, мне эти улочки маленькие так нравятся. Куда ты меня ведешь? О, местная базница. Вау. Вот сюда я тебе. Ну, это круто выглядит, если честно. Посмотрите на масштабы эти просто. Вот строили же люди раньше. Вот почему сейчас такого никто ничего не делает? Ну, открыто же. Пойдем посмотрим, что там внутри. Ну так, аккуратненько. Может быть, и нельзя. Там какая-то служба идет. Так, со стороны засниму. Мешать людям молиться не будем. Вау. Просто вау. Просто вау. Офигеть. Красота какая. Ну разве не здорово все это выглядит? Просто. Вот магическое место какое-то. Вот. Не описать словами, просто здесь надо находиться. Я смотрел тоже видюхи на ютубе, как люди здесь гуляют, но это не то. Здесь надо самому побывать
и все это увидеть и понять, насколько это здорово на самом деле. Здесь настолько другая жизнь, что ты просто, не представляешь. Вот серьезно. Очень нравится. Первый день уже впечатления безумные. Супер страна. Любил всегда историю, вот итальянскую, Римскую империю. Мне безумно нравится. Угу. Кстати, днем этого не было. А вечером выставляют тут всякие товары. Днем этого всего не было. Грубо говоря, такая итальянская ярмарка. Цен тоже нету. Наверное, торговаться по-турецки надо. Жена застряла уже. А, ну вон. Что тут у нас? Ни хрена непонятно. Все на итальянском. Хотя туристов очень много. Что немцев, что англичан. Почему не сделать хотя бы на английском? Но реально, многие вещи я здесь не понимаю. Картины прикольные. Ручная работа. Что тут только нету. Вот эта картина мне нравится. И вот этот кораблик тоже прикольный. Вечером тут еще интереснее стало, на самом деле, да? О, какие кошелечки всякие кожаные. Стараются ребята, продают всякое. Пошли. Ну, там украшения, опять же, неинтересно, да? Тут что, алкоголь, наверное? Тоже украшения. Ну, это я и так везде видел. Вот свечки уже восковые, вот это прикольно. Свечки красивые. Ретро-диски продают даже. Итальянские. На пластинку, если кто помнит, что это такое. Ну, как я понимаю, это с дома кто-то что-то тянет и продает. Угу. Прикольные шарики, но они уже мутные. Ну, вещи интересные есть. Стефану игрушку можно было бы какую-нибудь здесь купить, да? Винтаж такой. Угу. Он бы оценил. О, брошь. Не хочется брошь? Ну, так интересно, конечно, посмотреть. Еп, бусы какие. Люди зарабатывают как могут, короче. А ходить тут как получится. Все по дороге. Идем на другую часть. Малюсенькую деревушку другую. Но она уже чуть побольше, чем Миноре. Что сказать? Движуха. Италия живет. Но Миноре мне понравились. Вон полиция, какая интересная машина едет. Сколько яхточек маленьких там припарковано. Днем все катаются, тусуются. Со стороны это, конечно, все безумно красиво выглядит.
Сегодня с женой плавали. Ни телефоны, ничего с собой не брали. Присматривать некому. Смотри, как весело. Было классно. Без телефонов реально час просто плавали, отдыхали, загорали. Иногда стоит, наверное, отказаться от гаджетов и просто насладиться природой, видами.